Всем привет, я Наталья. Приветствую вас на своем канале о вязании. В этом видео будем вязать с вами корзинку. Я выбрала для своей корзинки вот такой вот интересный узор. Он плотный. Благодаря такому узору корзинка хорошо держит форму. И по плотности она практически такая же, как при вязании корзинки с использованием каната. Хотя в данной корзинке канат не применяется. У корзинки деревянное донышко. У меня донышко в данной корзинке 10 сантиметров диаметром. Высота стенок корзинки 10 сантиметров. И диаметр корзинки по верху 12 сантиметров. 12 сантиметров получается благодаря увеличению такое, благодаря прибавкам, которые я делаю при обвязке донышка. В данном видео мы с вами обвязывать донышко не будем. Я буду использовать уже готовую вот такую заготовку. Также деревянное донышко диаметром 10 сантиметров. А как обвязать донышко, как я это делаю, можно посмотреть видео на моем канале. Там подробно рассказываю, как обвязывается донышко, как делаются прибавки. Если интересно, посмотрите. Если вы сами умеете обвязывать, делайте так, как вам больше нравится. Для вязания такой корзинки нам с вами понадобится джутовая ниточка. У меня джутовая нить толщиной 1,5 мм. И вяжу я такую корзинку в 2 сложения. То есть 2 джутовые ниточки толщиной 1,5 мм. Также понадобится крючок номер 5. И для обвязки донышка я его использую, и для вязания стенок самой корзины. Ножницы, игла с широким ушком, чтобы прятать кончики нити. Пожалуй, все. Начнем вязать. Берем заготовку. Уже обвязанное деревянное донышко. Вы обвязываете его либо так, как вам нравится, как я уже сказала, либо можно посмотреть видео на моем канале, как сделать обвязку деревянного донышка. Соединяем ряд обвязочный, вытягиваем по длине петельку, выводим ее на изнаночную сторону, снимаем с крючка, заводим крючок под получившуюся перемычку с лицевой стороны, возвращаем петлю на крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. Провязали. Делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать первый ряд стенок. Первый ряд стенок вяжется очень просто, простые столбики без накида. Провязываем их в каждую петлю. Заводим крючок и начинаем вязать ряд. Первый столбик без накида, дальше второй столбик без накида, третий столбик без накида. И по всему ряду мы продолжаем вязать столбики без накида от начала и до конца ряда. Провязали столбики без накида от начала и до конца ряда. Удлиняем петельку, делаем соединение. Находим самую первую петлю в ряду, с изнаночной стороны на лицевую заводим крючок, одеваем петлю и выводим на изнаночную сторону. Вывели, снимаем петлю с крючка, заводим крючок под получившуюся перемычку, возвращаем петлю на крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. Провязали, делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать второй ряд. Второй ряд вяжется абсолютно так же, как и первый. Простые столбики без накида. По одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида. До конца ряда довязываем так. Просто повторяем предыдущий ряд.
Довязываем ряд до конца столбиками без накида, провязываем последний столбик и делаем соединение ряда. Вытягиваем петельку, заводим крючок в самую первую петлю в ряду, одеваем петлю на крючок, выводим на изнаночную сторону. Снимаем петлю с крючка, заводим крючок под получившуюся перемычку, возвращаем петлю на крючок и провязываем рабочей нитью. Провязали, делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать третий ряд. Раппорт нашего узора 1 петля и 3 ряда. Мы вяжем сейчас третий ряд узора. Находим петлю ниже на 1 ряд. Вот у нас эта петля, отверстия очень хорошо видны. В них мы будем заводить крючок. Нам нужно 2 отверстия, которые находятся ниже нашей вот этой петли. Это те отверстия, в которые мы с вами провязывали столбики без накида в предыдущих рядах. Находим отверстие на ряд ниже, заводим крючок и вытягиваем петлю на уровень петли на крючке. И отверстие еще на 1 ряд ниже. Заводим сюда крючок и также вытягиваем ниточку на уровень петли на крючке. Вытянули вот таким образом нитки и провязываем все петли на крючке. Дальше. Следующая петля в ряду. Заводим в нее крючок, вытягиваем ниточку. Находим отверстие на 1 ряд ниже. Как я уже сказала, отверстия хорошо видны, мы в них провязывали столбики без накида в предыдущих рядах. Вытягиваем петлю, находим отверстие еще на 1 ряд ниже, подхватываем рабочую ниточку, вытягиваем петлю и провязываем. Следующая петля в ряду, вытягиваем из нее петельку. Находим отверстие ниже на 1 ряд, заводим крючок, вытягиваем петельку. Находим отверстие еще ниже на 1 ряд, вытягиваем из него петельку. Провязываем все петли на крючке. Смотрите, что у нас получается. Еще раз. Петля, в которой мы будем заводить крючок дальше. Ниже нее на 1 ряд отверстие, в котором мы провязывали столбик без накида в предыдущем ряду. И ниже находится столбик без, петля, в которой мы провязывали столбик без накида в самом первом ряду. Сюда мы и заводим наш крючок. Давайте еще повторим. Заводим крючок в следующую петлю в ряду, вытягиваем петелечку. Находим отверстие ниже на 1 ряд. Вытягиваем из него петельку. И находим отверстие еще ниже на 1 ряд. Вытягиваем из него петельку. Все петли вытягиваются на уровень петли на крючке. Провязываем все петли. В следующую петлю заводим крючок и вытягиваем ниточку. Находим отверстие ниже на 1 ряд. Вытягиваем петлю. И отверстие еще ниже на 1 ряд. Вытягиваем петлю. Провязываем все петли на крючке. Провязали. Следующая петля. Также вытягиваем петлю. Дальше из отверстия ниже вытягиваем петлю. И из отверстия еще ниже на 1 ряд. Вытягиваем петлю. Вытянули и провязываем все петли на крючке. Провязали и дальше вяжем так до конца ряда. В каждое отверстие мы провязываем вот такую вот тройную петлю. То есть у нас идет 1 петля из петли в ряду, 2 петля из петли ниже на 1 ряд и 3 петля из петли ниже еще на 1 ряд. Как я уже сказала, у нас раппорт узора 3 ряда. Продолжаем дальше так вязать до конца ряда.
Довязываем до конца ряд. У нас с вами последняя. Буду условно называть ее тройная петля, да, чтобы удобнее было вам объяснять. Довязываем последнюю тройную петлю, провязали. У нас количество вот таких вот тройных петель должно быть равным провязанных вами столбиков без накидов в каждых из двух предыдущих рядов. Проверяйте, посчитайте их все. И делаем соединение ряда. Вытягиваем петлю, находим самую первую петлю в ряду, заводим под нее крючок, одеваем петлю на крючок и вытягиваем на изнаночную сторону. Вытянули, снимаем петлю с крючка, заводим крючок под получившуюся перемычку и возвращаем петлю на крючок. Провязываем. Провязали. Делаем воздушную петлю подъема. Сделали и начинаем вязать следующий ряд. Следующий ряд мы вяжем точно так же, как вязали самый первый ряд стенок. Мы провязываем его столбиками без накида. Следующий ряд мы также провяжем столбиками без накида. И в третьем ряду будем с вами вывязывать вот такие вот тройные петли. То есть, как я уже сказала, у нас раппорт узора равен 1 петле и 3 рядочкам. Мы просто сейчас с вами будем повторять то же самое, что делали в 3 предыдущих рядах. Вяжем первый столбик без накида, второй столбик без накида. И дальше провязываем все столбики без накида. В каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Провязали ряд столбиками без накида и делаем соединение ряда. Вытягиваем петлю, находим самую первую петлю в ряду, заводим крючок под нее с изнаночной стороны на лицевую, одеваем крючок на петлю, снимаем петлю с крючка, под перемычку крючок, возвращаем петлю и провязываем. Сделали соединение ряда. Воздушная петля подъема и начинаем вязать следующий ряд столбиками без накида. Провязываем весь ряд столбиками без накида. Довязываем ряд до конца столбиками без накида. Провязали и делаем соединение ряда. Вытягиваем петлю подлиннее, находим первую петлю в ряду, с изнаночной стороны на лицевую, заводим крючок, подхватываем петлю и вытягиваем на изнаночную сторону. Снимаем петлю с крючка, заводим крючок в перемычку, возвращаем петлю на крючок и провязываем. Делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать ряд тройными петлями. В то же отверстие заводим крючок, и вытягиваем ниточку. Находим отверстие на один ряд ниже, заводим в него крючок, вытягиваем ниточку. И находим отверстие еще на один ряд ниже, заводим в него крючок и вытягиваем ниточку. Ниточки вытягиваем на уровень петли на крючке. Провязываем все петли. Находим следующую петлю, заводим в нее крючок, вытягиваем петлю. В отверстие ниже на один ряд заводим крючок, вытягиваем петлю. И в отверстие еще на один ряд ниже заводим крючок и вытягиваем петлю. Провязываем все петли. Провязали. И следующая петля. Заводим
в нее крючок, вытягиваем петлю. В отверстие на ряд ниже заводим крючок и вытягиваем петлю. И в отверстие еще на один ряд ниже заводим крючок и вытягиваем петлю. Вытянули и провязываем все петли на крючке. И вот таким образом мы продолжаем с вами вязать дальше ряд. Еще раз повторим. Крючок в следующую петлю, вытягиваем ниточку. Находим следующее отверстие, заводим в него крючок, вытягиваем ниточку. Находим следующее отверстие, заводим в него крючок и вытягиваем ниточку. Провязываем все петли на крючке. Провязали вот таким образом. И дальше продолжаем вязать, вывязывать вот такие тройные петли до конца ряда. Довязываем последнюю тройную петлю в ряду и соединяем ряд. Соединили ряд, и дальше мы все просто повторяем. Делаем то же самое все, что делали до этого. Вяжем корзинку на необходимую высоту. В моем случае мне нужна корзинка высотой 10 сантиметров, и я буду вязать 4 повтора. То есть вот первый повтор, второй, третий и четвертый. Вы выбираете ту высоту, которая вам больше нравится или вам нужна. У меня уже 2 повтора готовы. Осталось еще 2 раза повторить узор. Тот, который мы с вами только что провязали. Первый ряд мы вяжем столбиками без накида. Второй ряд мы с вами вяжем также столбиками без накида. И в третьем ряду мы с вами вывязываем тройную петлю. Продолжаем вязать корзинку на необходимую высоту стенок. Итак, я довязываю последний ряд. У меня всего 4 повтора. Первый, второй, третий и четвертый. Как я уже сказала, в каждом из них первый и второй рядочки провязываются столбиками без накида. И третий ряд вяжется вот такой вот тройной петлей. Вы вяжете свою корзинку на ту высоту, которая вам необходима, либо заканчиваете ее вместе со мной. Я провязала последний и вытягиваю петельку, чтобы сделать соединение ряда. Соединяю ряд.
Делаю воздушную петлю подъема и завершаю вязание корзинки обвязочным рядом. Обвязываю я свою корзину полустолбиками. Простые полустолбики. Просто провязываем в каждую петлю полустолбик. Таким образом наша корзинка будет иметь завершенный, законченный и очень красивый вид. До конца ряда провязываем полустолбики. Довязываем до конца вязочный ряд. У нас полустолбики. И наша корзинка готова. Ниточку обрезаем. Вытягиваем ее. И берем иголочку. Заправляем нить в иголку. Заводим крючок под самую первую петельку, под косичку петли. И вот таким вот образом завершаем вязание. Возвращаем ниточку в центр последней провязанной петли. Делаем соединение ряда и прячем хвостик. Этот хвостик, и если у вас еще хвостики остались какие-то, прячем их с изнаночной стороны внутрь корзинки. Итак, мы спрятали с вами все хвостики, и наша корзинка готова. Узор, как вы видите, не сложный. Вы этим узором можете связать корзину абсолютно любого размера. Можно взять донышко побольше, можно связать стенки корзинки повыше. Экспериментируйте, вяжите, украшайте свой дом. Если появляются какие-то вопросы, обязательно их задавайте в комментариях под видео. Я всем постараюсь ответить. До новых встреч в новых видео.